Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Westbike. А мы, в свою очередь, находимся в потрясающей невероятной стране, красивой и безумно теплой. И это Израиль. И сегодня у нас на обзоре бренд, о котором вряд ли кто-то из вас слышал. Но если слышал, то немногие, и немногие с ним сталкивались. Это убийца трейлов, сын маминой подруги. Встречайте, Марин Сан-Квентин. Нравится? Мне лично нравится. Пару слов о бренде Марин. Бренд Марин был основан в 1986 году в городе Сан-Ансельмо, штат Калифорния. Некто иным Роберт Баркли. И стоит сказать ему спасибо за то, что мы имеем сейчас. Спасибо. Ведь то, что мы имели лет так 10-15 назад, это, конечно, вызывает немножко эмоций не очень хороших. Вот, пожалуйста, посмотрите, что мы имели. И сейчас они научились как минимум делать красивый дизайн. Как минимум. И это достойно уважения. Хардтейл для трейлов. Именно так заверяет компания Marine. Я, в принципе, с ней согласен. Выглядит неплохо. Я, кстати говоря, почему-то не понимаю, он вообще не распространен в России, в СНГ, в принципе. Да, я заходил, гуглил. Они существуют в России в продаже, они есть. Но я не вижу их ни на форумах, ни на пабликах. Как-то не активный народ в России пользуется этим брендом. С чем это связано, непонятно. Кстати, в странах Европы их тьма, просто куча, особенно здесь. Просто ты едешь по городу, там Марин, здесь Марин, 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 Марин. Как будто другого бренда просто не существует. Везде один Марин. Собственно, вот, наверное, поэтому он у меня появился, потому что их здесь столько, что имеет 3 варианта ростовки. S, M и L. Перед вами сейчас M ростовка. Рассмотрим этого красавца поближе. Дизайн действительно хорош. Цвет серый, красивый, строгий. На солнце играет прям великолепно такими крупицами. Мне нравится. Цвет очень сочный. Верхняя труба выполнена изящно. Она так утолщается ближе к стакану от подседела. Она очень тонкая сверху. Широченная большая труба снизу, которая выглядит действительно надежно. Огромная надпись «Марин». Мне нравится. Красиво выглядит. Конечно же, очень большой угол рулевой. Выглядит тоже хорошо. Это нам с вами дает на тех же самых трейлах хорошую рулежку. Потому что мы имеем из-за этого хорошую базу. Перейдем дальше. Косынка есть здесь, где верхняя труба состыковывается с подседельной трубой. Косынка есть здесь на верхних перьях, косынка есть на нижних перьях. Очень хорошо выполнен кареточный узел, там хорошо наварено, так мощно, и выглядит это действительно надежно. Внутренняя проводка рамы, что делает этот велосипед еще более эстетичным, внешний вид его. Но, конечно же, есть одно но. Здесь конструктивно заложен эксцентрик. Да, в 23-м году мы имеем с вами эксцентрик, но это, наверное, единственный минус лично для меня на этом велосипеде. Марин, если вы это видите, пожалуйста, у меня просьба это как-то изменить и внести больше жесткости на заднюю часть велосипеда. Да, наверное, еще из минусов, ну, не то чтобы минус, ну, швы. Швы не заполированы. В сером цвете это смотрится еще куда ни шло. Жить можно, ничего страшного. Почему стоят не без камерки? Ну, как-то мне не довелось еще к этому прикоснуться. Как-то руки не дошли, и колеса поставил, так они... Собрал, так они и есть.
накачал и быстренько поехал кататься. И дальше даже не лез в это дело. Хочется без камерки, да, но как-то еще все это не дошло. В принципе, и с камерами нормально катается, я на низком давлении не катаюсь, смысла особо заморачиваться с бескамерками нет, поэтому все терпимо. Как только что-то пробьется, что-то порвется, да, я установлю бескамерки, зальем герметик, все будет великолепно. Я доволен этим байком, при том виде, в котором он выглядит сейчас. Вообще пушка-гонка. Да, были немножко сложности с некоторыми комплектующими, которые шли изначально, но вот путем замены чего-либо неспешной я пришел к тому, что я полностью им доволен, он удовлетворяет все мои потребности, и мне нравится просто на нем кататься, это самое главное. Байк должен доставлять удовольствие владельцу. Все. И насчет тест-драйва. Да, очень хочется показать вам в действии этот велик, он ведет себя действительно неплохо. Это будет в следующем видео, может быть, через одно видео. Почему? Объясню. Мы, как я говорил раньше, живем на равнине. Здесь вот, ну вот это, наверное, единственная горка, которую можно найти в центре Израиля. С этим сложно. Для того, чтобы где-то покатать в горах, надо ехать в лес. Лес здесь один. Мы о нем тоже снимем обзор, покажем и расскажем все, как здесь катаются мужчины на байках. Мы обязательно туда выберемся, мы обязательно все это снимем, но чуть попозже. Чуть попозже, потерпите, и все будет. Отец, ты долб... Как, кстати, дизайн? Коричневые покрышки с серым, коричневые грипсы, по-моему, смотрится неплохо. Также с 23 года эти модели идут на 29-х колесах. На данной модели колеса 27,5. Я пробовал ездить на 29-х. Мне как-то не понравилось. Это вот баржа прям такая для меня огромный. Чувствую себя на нем некомфортно. Не знаю, как-то мне лично не зашло. 27,5 для меня must have. Это прям вопросов никаких нет. Marine San Quentin 1. У этой модели есть всего 3 модификации. Первая, вторая, третья. Различаются они цифрами, соответственно, 1, 2, 3. У Marine большинство моделей так и различаются. Различие заключается в том, что на каждой модификации установлены разные компоненты. С коробки этот экземпляр выглядит вот так. Вы можете на него посмотреть. Так вот, с коробки. С коробки выглядит все очень неплохо. Стоимость этого велосипеда $1000. И да, вы за эти деньги, на самом деле, это вот для меня, наверное, был главный критерий, потому что за эту сумму, когда я выбирал велосипед, я этим прям вдохновился сразу. Как только его увидел, я такой, все, пойдет, заднюю ось переделаем, все будет красиво. Мне очень понравился дизайн. И за эту сумму $1000, самое главное, вы получаете базу, то есть красивую раму, которую в дальнейшем при неспешном апгрейде вы можете усовершенствовать так, как вам угодно, и получить свою пушку-гонку, на которой вы будете раздавать там, где захотите. Модификация номер 2 стоит $1700, модификация номер 3 стоит 2499. Также мы оставим ссылки в описании для того, чтобы вы могли перейти на сайт, ознакомиться либо с другими моделями, либо конкретно с этой. Она еще есть в продаже. Поэтому, если вам понравился именно этот цвет, либо вам просто понравился этот велосипед, можете перейти и ознакомиться, ну и в дальнейшем, может, доказать даже. Вы получаете из коробки вилку 120 мм хода на 32-х ногах. Это Сантур. Ничего удивительного особо там нет. Работает как и положено. Как и положено работать Сантур. Без воздуха, картриджей, без отскока и всему тому подобного. Вы получаете хорошие колеса. Действительно, мне колеса понравились, особенно обода. Обода имеют ширину внешнюю 32 мм.
Это достаточно неплохая ширина, и они способны выдержать хоть какое-то давление под колесами. По поводу втулок, здесь есть небольшой нюанс. Вы получаете на переднем колесе бустовую втулку. Это уже неплохо. Там вилка также на оси. Сзади вы получаете, спасибо компании Trek за столь проделанную работу, но вы получаете втулку 141 миллиметр. Да, стандарт не распространенный. Так вот, задняя втулка идет Shimano. Я обошел эксцентрик путем замены, как бы так помягче сказать, чтобы не бомбануть, путем замены втулки. Да, костыли, да, это все можно было изначально доработать, но имеем, что имеем. Так вот, втулка здесь другая. Здесь втулка на 142 миллиметра. Я заказал отдельно ось на 10 миллиметров. Я заказал отдельно колпачки, то есть как переходники на эту втулку, которые мне позволили сейчас иметь хоть какую-то надежность на заднем колесе, жесткость. И я чувствую себя увереннее на велосипеде. Если вдруг кто-то из вас сталкивался либо столкнулся с такой же проблемой, поищите в интернете переходники на втулке. Если у вас подходящая втулка, и там можно их заменить. Такие вот колпачки, они снимаются с втулки и надеваются либо по 9 миллиметров, либо 10, 12. Так вот, проблему решить можно, и я ее решил. То есть, ты понял, вы получаете систему на Nero White звезде. Вы получаете трансмиссию. Трансмиссия Microshift Advent. В принципе, трансмиссия неплохая. 9 скоростей, да, обидно мало, но есть большая звезда на 46 зубов, что позволяет вам заезжать в гору. Вы получаете кассету Sunrace. В принципе, бренд довольно распространен и ставится на все бюджетные велосипеды. А также вы получаете в комплекте с коробки тормоза Tektro двухпоршневые, самые обычные тормоза. Их можно сравнить с тормозами MT200 от Shimano. В принципе, они свою задачу выполняли на небольших, может быть, склонах, в городском режиме, в режиме не навала, скажем так. Одни со своей задачей справлялись. Жарковато, да, дяденька, жарковато. Перейдем к комплектующим. Начнем с вилки. Вилка здесь стоит Santur. Santur XCR на 34-х ногах. Блокировочка, естественно, воздух, отскок. Имеется отскок, честно скажу, посредственный, так как там нет характерных щелчков, и очень сложно подобрать нужный отскок по сегу, чтобы он работал так, как тебе надо. Работа отскока топорная, учтите сразу. Блять, хуйня. Далее, перейдем к колесам. Колеса 27,5. История с этими колесами сложилась для меня не очень удачно. На одном замечательном сайте я по хорошей скидочке купил эти колеса, вилсет. Изначально он стоил $560, я его купил за 150, думаю, очень сильно повезло, все замечательно. Так вот, компания Stance установила на этот вилсет втулки Stance Neo. Втулкам претензий нет. Передняя втулка бустовая, с ней все отлично, год уже катаюсь, даже не лез туда, катит охрененно. Задняя втулка. Задняя втулка тоже отличная. Там имеется 6 собак, там 72 контакта зацепа, там 5 градусов свободного хода. Хорошая втулка, рекомендую, мне по душе. Но вот нюанс. Компания Stance установила на этот велосипед обода Stance ZTR 28 миллиметров внешней ширины. И они у меня сложились через месяц. Вот это поворот! Да, это был удар на заднее колесо. Не скажу, что он был сильным, но удар был. Все, трещина на помойку. И мне пришлось брать старый велосипед, брать с него обода. Здесь сейчас, на данный момент, установлены 32-е по ширине обода. Они хорошие, крепкие, мне нравятся. Но вот честно, насчет бренда я вам не скажу, потому что ни одной маркировки на них нет. Да и бог с ним.
едет пока отлично, прыгается отлично, ничего еще не треснуло, слава богу. Так вот, с колесами вот такая история. Переходим дальше. Тормоза. Тормоза SRAM Guide T. Стоимостью $120. Что о них сказать? В принципе, свою функцию они выполняют. Мне хватает этих тормозов. Да, я не жестко катаю, не наваливаю с больших уклонов. Хорошая модуляция, что очень важно, потому что я катался на разных тормозах. И на Shimano, и на Tektro, и TRP мне не довелось еще, конечно, попробовать. Но SRAM, я вообще обожаю компанию SRAM, в принципе. И у них великолепная модуляция. Великолепно, блядь. Ты можешь пальцем прочувствовать вот все те грани, которые тебе нужны при торможении. Вся чувствительность торможения тебе доступна. И ты можешь ее очень хорошо регулировать. Из минусов этих тормозов очень сильно не понравилось, что здесь болтаются ручки. Это невозможно. Они как будто бы вообще не закреплены, они живут своей жизнью. Что происходит? Ты когда едешь, они прям трясутся, как будто боятся этой поездки, и мне это не нравится. Да, когда их держишь пальцем, ты ничего не слышишь, все хорошо. Когда ты их нажимаешь, тоже все хорошо. Но вот именно то, что здесь нет промподшипников, и они в свободном каком-то полете находятся, мне это не нравится, но тоже терпимо. Все перетерпим, как говорится. Так вот, тормоза хорошие за эту цену, с ними все отлично. Далее, покрышки. Покрышки Maxxis Minion DHF. Я сейчас прочитаю, подожди. И сзади, и спереди Exo Protection, Tubeless Ready. Покрышки хорошие, толстые, ширина 2,5, размер все тот же 27,5. Покрышками доволен, катят в лесу великолепно. Да, блять, опять это великолепно. По дороге, конечно, имеются немножко проблемы, но пойдет. Все нахуй. Роторы от компании Clark. Впереди стоит 180... Бля, опять я смотрю туда, не на камеру, да? Роторы. Роторы компании Clark. Передний ротор 180 мм, задний ротор 160, толщина 2 мм. Надежные роторы. Перейдем к трансмиссии. Трансмиссия от компании SRAM. Передние шатуны идут на полой оси 37 мм, стандарт DAP. Внешние чашки кареточные. Кассета, диапазон 11-42. SRAM NX на 11 скоростей. Задний переключатель SRAM NX на 11 скоростей. Переключатель еще не разлюфтился. Прошел уже год. С ним все хорошо. По спицам не бьет. Переключает отлично. С ним все в порядке. Передняя звезда на шатунах SRAM GX. Понравилась такая звезда по цвету. У нее такая серая окантовка. Мне понравилось, подходит под цвет велосипеда. Цепь SRAM X0. Почему такой разнобой? Просто все заказывалось не в одно время, и как-то вот спонтанно приходилось к этому заказу. Педали Raceface, пластик, катается, все нравится. Перейдем, наверное, к тому, что я не менял на этом велосипеде. А не менял я здесь седло. Седло Марин. Честно скажу, неудобное. После, наверное, 1,5 часов катания все. У тебя очко деревянное. Ты не можешь сидеть, ты этими своими костями тазобедренными просто впиваешься в седло. Его надо будет под замену. Уже порванное. Ну да ладно, с коробки идет и пусть стоит. Подсидел. Нет дропера. Ну, у меня такое положение подсидело уже, наверное, год или 1,5. И я его не менял никогда, потому что у меня стоит зажим подседельный на шестиграннике. Я не вожу с собой шестигранники, меня это не парит. Я как его поставил,
даже на глаз, я даже не мерил. Все, мне поебать, все нравится. Не менял руль. Руль здесь тоже от компании Marine. Ну, Marine, китайский. Руль 800 миллиметров. Да, весло, но меня устраивает. Мне нравится длинный руль. Был бы он 900, возможно, и этот бы понравился. Не могу катать на коротких рулях. Мне некомфортно. Наверное, это вот вопрос о 29-х колесах. Ну, у каждого свои предпочтения. Мне нравится 800. Вынос. Вынос No Name. No Name, есть магазин такой замечательный, Decathlon. Как-то я там гулял, зашел, увидел, купил, победил. Все. И вообще, блядь, интересно, я думаю, о чем я говорю вообще, или я, ну... Вынос 35 миллиметров, короткий, тоже устраивает. Еще не сломался. Может быть, сломается, но позже. Крышечка, грипсы Труватив. Не помню, модель насрать, просто красивый коричневый под цвет колес. А это был обзор моего велосипеда. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И вас ждет еще в будущем очень много контента, связанного с велосипедами. Пока. Да, вот это вот Direct Buy, там вот эта вся хуйня. Далее перейдем к роторам. Они наплавают. Дальше. Роторы. Роторы компании Clerk. Хорошие плавающие роторы. Две... Пошел нахуй, блядь. Дальше. Роторы. Роторы компании Clerk. Плавающий ротор. Спереди 180, сзади 160. Сточил уже 2 пары колодок. С ними все великолепно. Что за слово это ебаное? Как мне, блядь, на что мне его заменить? Далее перейдем к роторам. Передний ротор 180, задний ротор 160. Компания Clerk. Плавающий ротор. Да ебаный в рот, эти роторы меня заебали. Все, последний раз пробую. Далее перейдем к роторам. Роторы компании Clark. Передний ротор 180, задний ротор 160, 2 миллиметра толщина, плавающие. И великолепно. Я хотел сказать беседер.